Привет! Да, это самая замечательная страна, в которую ты можешь поехать уже сейчас. И очень недорого кайфовать на пляже. А можешь поехать в горы и собирать чай. Или посмотреть на слонов в их естественной среде обитания. Возможно, ты уже догадался, речь идет о Шри-Ланке, или о острове Цейлон, как его еще называют, и в этом видео я проеду от столицы Шри-Ланки Коломбо до восточной части острова Аругам-Бэй и покажу, зачем сюда нужно ехать. Итак, первое это цены. Они здесь очень доступны, как по сравнению с нашими отечественными курортами, так и с той же самой Доминиканой и другими странами Южной Америки. Тема эта достаточно обширная, я запишу отдельное подробное видео, там будет про все. Про питание, проживание, транспорт, развлечения. Ссылка будет здесь или здесь, переходи, смотри. Так вот, почему Шри-Ланка? Она первая из азиатских стран пустила к себе вакцинированных туристов без карантина и любого другого геморроя. Сейчас, чтобы прилететь сюда, достаточно сертификата о вакцинации, ПЦР-теста перед вылетом за 72 часа и подтверждение визы на сайте правительства. И все, вы свободны в своем перемещении, начиная с выхода из аэропорта. Сегодня я приехал в новое место, деревня или поселок Тангале, и у меня часто спрашивают, куда можно приехать с детьми на Шри-Ланке, чтобы спокойно купаться, не было какой-то серферской движухи. Так вот, вам сюда. Пляжей здесь очень много, и центральный пляж Тангале, он очень спокойный, за счет рифа волны не доходят до сюда. Да и в целом береговая линия здесь около, наверное, десятка километров. Не все они, конечно, купабельные, но виды шикарные, и пока еще они полностью свободные, туристов вообще нету. Это место отлично подходит для купания. Это? Нет, только здесь. До рифа или после него? Только до него. А тот пляж, там нельзя купаться? Нет, там очень сильные волны, а тут что-то вроде бассейна. По всему пляжу только 2 или 3 ребят купаются. И один мужчина, который нам встретился. И все. Тогда здесь вот такие вот прекрасные пальмовые рощи. И небольшие уютные домики, в которых никто не живет. Уже 2 года, как я понимаю. Причем не самые дешевые отели были, судя по отделке. Вот эти побюджетнее, а вот тот, походу, двухэтажный, прям лакшери. Но местечко такое прям вообще релаксировать только. И вообще никого нету, все заброшено, охренеть. Ни охраны, ничего. Не убирались тут 100 лет, ветки от пальм валяются. А там все на месте, кровати стоят не заправленные, правда. Очень уютное место, только отдыхать здесь некому. А вот это, наверное, ресепшн или ресторан был. Вообще крутяк, на берегу реки. Мангровые джунгли. Там вон кто-то плавает мелкий. Говорят, тут даже рыбу ловят в этих речках. Печально на самом деле все это видеть, что кто-то сюда вкладывался, инвестировал свой труд, свои деньги. А потом это все раз и прикрылось. Люди сидят без работы. Огромная территория, огромная.
Все простаивает. Даже мостик какой-то есть через эту речку. Мостик, правда, весь ушатанный. И там аисты летают. А на том берегу, походу, строится какой-то, или строился, какой-то второй корпус, наверное. Там вон бетономешалки стоят, мост не завершен еще. И, видать, с ковидом они все это прикрыли дело. Даже мост не достроили до конца. Сейчас 6 утра, я нахожусь в деревне Мерисы. Она знаменита своим пальмовым холмом, который я покажу чуть позже. А еще здесь можно посмотреть на китов в их естественной среде обитания. Сейчас приехал покупать билеты на китов, и хозяин самой большой компании, которая занимается экскурсиями на китов, говорит, что у него все закрыто. А закрыто потому, что в океане сильный ветер. И его лодки, и его пассажиры, его туристы не особо переваривают вот эту тряску. Ну, как бы... Я доехал до порта, и там одна компания согласилась выйти в море. Приехала какая-то семья ланкийская, и она арендовала лодку. И меня пустили вместе с ними. И сейчас вот здесь немного так подтряхивает на волнах. Киты ушли под воду. Они под лодкой сейчас? Да, они сейчас под лодкой. Это след от китов? Да, это пузырь от них. Они выдохнули и скоро всплывут. Сейчас их нужно искать с этой стороны. दादा आ रहे हैं रोहन निजामाबाद पे आना keep looking 11 o'clock 11 часов. 11 часов. keep looking the small one is the baby bigger one is the mother still there keep looking the same spot. Какие киты здесь обитают? Кого здесь проще всего встретить? Тут можно встретить около 5 видов китов, но самые красивые — это синие. Какого они бывают размером? До 40 метров в длину они вырастают, почти как эта лодка. Тут обитает много больших рыб. Киты, скаты, манта, акулы. Тунцов тут ловят по 350 килограмм. Ты можешь их увидеть на рыбном рынке рано утром. Почему ты не ловишь рыбу? Я ловлю иногда. У меня есть сеть. Если повезет, ей можно наловить 5-7 тонн за один раз.
Это зависит от везения? Да, это зависит от твоей удачи. Когда я приехал в Мерису, я пытался найти там массажный салон. И Google карты выдали, наверное, штук 5 адресов, причем все с хорошими отзывами. Но проехав по этим адресам, они все оказались закрыты. И закрыты по той же самой причине, что и рестораны. Потому что некому в них ходить. Но до одного владельца я все-таки дозвонился. И он классный специалист, делает вот такой вот массаж. Если кому-то нужен массажист в Мерисе, обращайтесь, дам контакты, не вопрос. Но я не об этом. Как он мне рассказал, что я у него первый посетитель за последние 2 года. И связано это с локдауном и закрытием границ. И я вот подумал, проанализировал все это. Классный специалист, который получал стабильный доход на протяжении многих лет. И в какой-то момент этот доход обрубается по независящим от него причинам, а именно закрытию границ. Мне кажется, несправедливо. И якобы это должно помочь распространению вирусов. Ну, я тоже сомневаюсь. А сейчас, как и обещал, мы идем на знаменитый пальмовый холм Мерисы, но с погодой что-то как-то не повезло, и походу красивого заката сегодня не будет. Ты хочешь подняться туда? Сейчас? Это возможно? Да, пошли. Сейчас мы будем подниматься вот на эту скалу, говорят, там очень прикольный вид.